Проблема, которая возникла до этого, что российско-азербайджанские, российско-армянские отношения рассматривались через призму противоборствующих сторон. То есть с Азербайджаном мы общались через Армению, а с Арменией через Азербайджан. Мне кажется, что путь разрешения этой проблемы чрезвычайно прост. Необходимо установить двусторонние отношения, решать проблемы, исходя из национальных интересов двух, а не трех сторон. Или мы обречены на так называемое медиаторство, то есть посредничество политическое, которое, как правило, сводится к тому, что этот самый медиатор снимает все сливки и настаивает на том, чтобы именно его интересы соблюдались в первую очередь. Устранение Соединенных Штатов Америки в качестве медиатора для российского руководства является крайне насущной задачей. Но устранить Соединенные Штаты Америки из этого региона мы не можем чисто технически, политически, поэтому вынуждены искать и выстраивать именно двусторонние отношения, на чем и следует сосредоточиться в ближайшее время. В этой связи выборы в Азербайджане, безусловно, являются крайне тонким моментом, но Россия исповедует принцип, что победить должен сильнейший, с ним мы и будем работать. Я думаю, что этот принцип самый эффективный. Мой опыт общения с турецкими экспертами показывает, что Турция уже давно себя видит Османской империей, и, собственно, именно такой терминологию они используют. Мне кажется, что они делают ту же ошибку, которую совершали некоторые советские империалисты, которые живут прошлыми фантомами прошлого. Турция в результате станет заложником этого имиджа и будет тратить громадное количество средств для поддержания этого имиджа. Я не думаю, что это путь, который устроит в конце концов турецкое руководство. Хотя понятно, что эти идеи позволяют ему консолидировать нацию и удерживать тот политический режим, который у них существует. Для России, для других стран, которые, прямо скажем, не заинтересованы в излишнем усилении Турции в регионе, это хорошие новости, потому что Турция отвлекается на негодный объект, как говорится. В этой связи понятно, что Россия для того, чтобы успешно конкурировать с Турцией в Кавказском регионе, должна усиливаться сама, а не ослаблять своего противника, хотя этот фактор тоже является очень важным. В этой связи России придется прежде всего выстроить четкие приоритеты в регионе и помогать выращивать группы и точки влияния в этих регионах. Потому что, к примеру, признание Абхазии независимым государством, то есть все политические риски Россия взяла на себя, но результатами пока пользуется только Турция, успешно развивая там инфраструктуру, бизнес, логистику и так далее. Не дай бог, чтобы Кавказ стал козырем или разменной монетой или фактором воздействия на внутреннюю ситуацию в России. Мне кажется, что стремление заморозить эту ситуацию, стабилизировать Кавказ, который является доминирующим в последнее время в действиях российского руководства, оно позволяет предохранять Россию от серьезных глобальных потрясений, по сравнению с которыми волнение на Болотной площади и проспекте Сахарова покажутся детским садом. Мне кажется, что у российской оппозиции ни желания, ни возможности разыграть кавказскую карту нет. Такая возможность, в принципе, есть у российских радикальных националистических групп, но она, насколько мне известно, пока ничтожна. Эта ситуация контролируется правоохранительными органами в более меньшей степени, и поэтому в этой ситуации мы не можем ожидать отсюда какой-то серьезной опасности.